Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие товарищи. И у нас в гостях главный по фейкам Тимофей Ви. Тимофей, доброе утро. Друзья, еще раз доброе утро. Сегодня обсудим самые свежие, самые жирные, самые невероятные фейки. Их накопилось довольно большое количество. Так что давайте, я предлагаю, начнем. Да, конечно. Начинаем. Да. Самый, наверное, невероятный фейк – это обвинение России в обстреле торгового центра, который находился в Подольском районе Киева. Это было запечатлено там действительно был большой торговый центр с каким-то спортивным клубом рядышком, и это было запечатлено на большом количестве фотографий и видео, и как он функционирует, и как, значит, в него прилетает ракета, и он действительно уничтожается. И вот уже третьи сутки во всех твиттерах, телеграм-каналах и западных СМИ видел вот эту вот орущую голосину о том, что, значит, смотрите, Россия в нарушении всех конвенций, в нарушении всех международных договоров, нарушение всего, чего, вообще просто правил приличия международного гуманитарного права. Что делает правильно? Обстреливает жилые кварталы, жилые города, жилые гражданские объекты и прочее, прочее, прочее. Но что произошло на самом деле? На самом деле, украинская армия и территориальная оборона, они выгнали из этого торгового центра вообще всех гражданских еще задолго до. Они разместили вокруг этого торгового центра и внутри, значит, свою военную технику, артиллерийские установки, и прямо из него вели обстрелы. И вплоть до того, что, значит, артиллерийская установка или какие-то самоходные установки, которые запускают ракеты, она отстреливалась, да, там выстреливала боекомплект, и после этого заезжала в торговый центр на перезарядку. То есть вплоть тоже даже видео есть. И в украинском сегменте Facebook это породило настоящий скандал, потому что кто-то выложил вот то самое, вот, значит, зрители YouTube-канала, я предполагаю, имеют возможность это наблюдать своими глазами, выложил фотографии этих самых установок и фотографии той самой техники, которая так спокойно, мирно, значит, ненавязчиво припаркована на этой парковке торгового центра, причем не на самой парковке, а там как бы спрятана под аркой, чтобы не было сверху видно. И парня, который выложил эти фотки, кроме того, что ему написали много гневных комментариев в Фейсбуке, его нашли СБУшники и допросили, и заставили его записать какое-то очень странное видео, где он сидит в машине и, в общем-то, объясняет эту ситуацию, что типа, да, вот выложил фотографию, не подумал и прочее. И дождавшись, когда, видимо, жар от этого, скажем так, медийного скандала достигнет максимальной своей точки, максимального уровня разжигания, Министерство обороны России выпустило специальное заявление в своем регулярном брифинге, где подробно разобрало эту ситуацию и рассказало, что действительно торговый центр не использовался как гражданский объект, он использовался как военный объект. Они засекли выстрелы из какой-то артиллерийской установки. С помощью беспилотника они это увидели, и они показывают видео, как она стреляет, как она, собственно, заезжает в этот торговый центр на перезарядку. И таким образом они вычислили, что этот торговый центр используется как крупная база, как крупная логистическая точка по обслуживанию вот этой военной инфраструктуры. И точечным авиационным ударом, показали, конечно же, видео, полностью уничтожили это место, этот торговый центр. От него не осталось вообще ничего. То есть там мы смотрим фотографии до и после, больше не то, что мы смотрим. Наши, скажем так, активисты различного левого толка, находящиеся в России, очень сейчас любят эти фотографии нам показывать до и после, с аргументом, что вот, смотрите, Россия бомбит торговый центр. Но мы-то на самом деле знаем, что там не было никакого торгового центра, это был военный объект, который использовался для, в общем-то, введения огня из жилой застройки. Вот что само по себе уже, как мне кажется, запрещено всевозможными конвенциями и само по себе является военным преступлением. Так, такая история. Вот такой любопытный... Да, это интересный такой фейк. Да, шопинг такой. Можно я тоже сделаю вклад небольшой такой в разоблачение фейков. Я вчера наткнулся, потрясающий интересный момент. Я открываю американский сайт, по-моему, Washington Post или что-то такое, читаю, и там, значит, статьей номер 1 выскакивает статья про то, что у России закончилось высокоточное дешевое оружие. В связи с этим используются калибры, которые стоят безумных денег, это агония режима там, и так далее. И буквально через час у нас появляется видео, как
пуск в Севастополе, малый ракетный крейсер запускает серию пусков наших калибров, крылатых ракет, да, и они летят куда-то там делать какие-то наши дела. Настолько это выглядело цинично, причем человек, который все это дело снимал на видео, он так снял сначала пуск, потом повернул камеру и снял, что это Севастополь, ну, то есть, чтобы не было вопросов потом, откуда пустили, когда пустили, в какое время, там видно и время года, и, ну, все видно, короче. И это смотрелось, конечно, очень здорово. Это к вопросу о проигранной информационной войне. Я считаю, что уже она перешла в состояние глума, эта информационная война, и это очень здорово. Глума с нашей стороны, то есть мы над ними так весело подтруниваем. Тимофей. Да, у нас уже этот период, когда люди были немножко фрустрированы тем объемом фейков и дезинформации, который на них обрушился вот, настоящим таким валом со стороны вот украинских информационных войск, он уже прошел. Люди уже адаптировались к этому, люди уже адаптировались к потоку фейков, и кроме как какой-то оксюморон, просто эта ситуация уже не воспринимается. Тому примеров масса, взять того же, вот у них же есть этот известный пропагандист Алексей Арестович, по-моему, зовут, советник президента Украины, постоянно, каждый день он нам присылает порцию очередных каких-то сумасшедших каких-то заявлений и прочего. Вот он на днях объявил так называемую рельсовую войну России и призвал каких-то там партизан условных, да, разбирать рельсовые пути, чтобы пресечь снабжение войск Российской Федерации. Для них это очень важная история. И спустя несколько дней вот он выкладывает у себя в Фейсбуке гордую такую перемогу, что вот смотрите первые результаты нашей рельсовой войны. Дескать, в Херсонской области, значит, украинские партизаны или сочувствующие им кто-то такой разобрали железнодорожные пути. Вот она, победа над Путиным, трепещи Путин, трепещи Россия. Мы у тебя, значит, шпалы отковыряли. И, в общем, это довольно быстро выясняется, мы уже как бы все в интернете уже не первый день, что там есть же сервисы по поиску фотографий и прочее. Очень быстро выясняется, что эта фотография действительно разобрана ЖД путей, но только не в Херсонской области, а рядом с белорусским городом Барановичи. И фотография эта, конечно же, не современная, она ровно двухлетней давности, потому что в марте 2020 года там 4 каких-то местных алкоактивистов, к сожалению, не патриотов Украины, да, 4 местных алкоактивистов разобрали железнодорожные пути для того, чтобы сдать рельсы на металлолом. В общем, и довольно быстро были за этим занятием пойманы, в общем-то, и соответствующим образом осуждены. Но фотография с тех пор осталась и вот каким-то невероятным образом перекочевала в Facebook того самого Алексея Арестовича для того, чтобы стать величайшей железнодорожной победой Украины в Херсоне. Вот настолько все у них. Вот каждый раз мы видим, что там то не ту фотографию возьмут, да, там каких-то австралийских пожарных выдают из украинских, то еще что-то. Это не только они, там западные СМИ, в общем, в целом здесь не исключение. Вот вы очень правильно говорите, Трофим, про этот ажиотаж, который возник вокруг высокоточного российского оружия, да, и я вот очень хорошо помню, что они буквально каждый день, вот еще с самого первого дня начала специальной воинской операции, они каждый день нам рассказывают о том, что у России уже либо закончилось, либо вот-вот закончится все оружие. И воевать нам нечем, и вот эти вот истории нам делать нечем, и ничего мы не можем. И буквально я уверен, что и завтра, и послезавтра они будут продолжать этот нарратив, потому что это даже не сколько для того, чтобы нас в какое-то заблуждение вести, а сколько вот поддержать стремительно падающий моральный дух украинских солдат, которые понимают, что их перспективы все более и более туманны в этом смысле, все более и более плохие. И вот возвращаясь к, собственно, высокоточному оружию, как известно, Россия применила гиперзвуковую ракету «Кинжал». Это новейшая разработка ракеты, которая летит на сверхзвуковой скорости. Там невероятные у нее показатели ее перемещения. 12 тысяч километров в час, да. Да, и ее практически невозможно сбить. Как минимум, не было еще ни одного случая. То есть ПВО просто не успевает ее ни отследить, ни тем более догнать, потому что ее невозможно, то, что ее невозможно догнать, это понятно, на встречу тоже особо не попадешь. Это как попасть из рогатки в Боинг, который летит на высоте 10 километров с успехом. Так вот, они обвинили Россию в том, что Россия атаковала Краматорск
помощью этой ракеты «Кинжал». И более того, они рассказали, что эта атака была неудачной, что ракета не сработала и спокойненько и целехонько приземлилась на окраине Краматорска. И в качестве подтверждения небезызвестный телеканал CNN публикует вот эту фотографию, которую наши YouTube-зрители сейчас имеют возможность наблюдать. Там такой обычный, среднерусский, если хотите, пейзаж ранней весны, значит, пробивающаяся травка, голые деревья, какая-то, видимо, опушка леса, и посреди них лежит большая, зеленая, абсолютно целая ракета, которая вызывает большое количество вопросов. Утверждается, что это та самая суперсекретная, суперновейшая ракета «Кинжал», которой Российская Федерация теперь как дубинкой, как Хрущев ботинком грозит всему миру. Но если мы присмотримся, и на самом деле люди, которые уже много раз сталкивались с фейками, они сразу поймут, в чем подвох. Кроме того, что «Кинжал» на всех фотографиях белого цвета, а вот эта ракета, она зеленая, да, и уже у нас какие-то там подозрения возникают по характерной форме там стабилизаторов и управляющих рулей и прочего, мы можем определить, что это сюрприз, это ракета от тактического ракетного комплекса «У». Этот комплекс, он морально устарел давным-давно. Он там был разработан еще в 60-х, что ли, там, каких-то бородатых годах. И он был списан из войск Российской Федерации, где-то там был в 2019 году, там какой-то последний склад оставался, где лежали 30 этих «У», и в 2019 году решили, что все, это барахло совсем уже нам не нужно, оно не летает, никуда ничего не может, списываем. И заменили их, собственно, на «Искандеры», о которых много лет, о которых последние несколько лет очень много говорил. И, собственно, которые были применены, в том числе во время спецоперации в Сирии. Так вот, «У» не стоит на вооружении Российской Федерации, но при этом «У» успешно и неуспешно эксплуатируется в вооруженных силах Украины. И мы знаем тому много примеров, когда вот, в частности, недавний обстрел Донецка, когда погибло более 20 человек, был осуществлен именно «У». И вот эти вот ужасные фотографии, и огромное количество погибших, в общем-то, и очень драматичные картинки, очень драматичные изображения, это, в общем-то, последствия обстрела вот этой ракеты, которая была запущена по мирным людям. И это не первый, и, к сожалению, не последний случай, когда Украина обстреливает мирные города, мирных граждан и не военные цели такими тактическими ракетами. И при этом, зная, что такая ракета не стоит на вооружении России, мы совершенно точно, со 100% уверенностью всегда можем утверждать, что это украинская ракета. И здесь, в данном кейсе, у нас получается, что украинцы, обратите внимание, я недаром сказал, что эта ракета лежит целехонько, то есть она там не стрелянная, там не разделенная на какие-то части, да, на разгонный боевой блок, еще какой-то. Она абсолютно целая, с целыми рулями, с целыми хвостовиками, абсолютно неповрежденная. Что украинцы зачем-то взяли эту ракету, вытащили ее со склада, притащили ее в лес, положили на травку, сфоткали. Вообще, я, честно говоря, не понимаю, друзья, логики, зачем они это каждый раз делают. Они это делают с авиабомбами, показывая, как злые авиабомбы Российской Федерации падают там на какую-нибудь кухню, да. Вот. Да и при этом авиабомба, опять же, абсолютно целая, не треснутая, не поцарапанная, свежая красочка на ней, чтобы как будто только что вот ее из завода изготовили. Вот, лежит эта ракета, они ее фоткают. Они зачем-то эту фотку отправляют в CNN. И CNN говорят, вот, смотрите, это самая злая ракета России, не работает, не взорвалась, приземлилась рядом с Краматорском. То есть, это какая-то абсурднейшая история. Я не понимаю, на что они надеются. На самом деле, ладно, понятно. Правда в том, что 99% людей, они же не смогут проверить эту историю. Они не смогут ее никогда верифицировать и, по большому счету, не должны и не обязаны. Поэтому для них такая пропаганда, она, конечно, сработает. И там, может быть, часы, дни, там, недели или даже годы спустя они все-таки, конечно, узнают правду, но, как говорится в известном анекдоте, осадочек останется. Наверное, вот если мы проанализируем всю тактику и стратегию украинской пропаганды, которая сейчас используется, это вот как раз-таки такой подход, что осадочек-то останется. Вообще, как заставить людей думать? Извини, Петр, прости, это реплика риторическая была. Петр. Да, у нас есть еще один невероятный фейк, который показывает, как можно сделать инфоповод специально, сознательно
приложив к этому определенные усилия. Речь идет о ситуации с газетой «Комсомольская правда», а точнее с ее сайтом. Там несколько дней назад появилась обычная заметка про ход военных действий, про ход специальной военной операции. И в этой заметке внезапно, спустя какое-то количество времени, люди обнаружили цитату из службы, цитату из Вооруженных сил Украины, то есть данные данные со ссылкой на Вооруженные силы Украины, что в принципе уже вызывает большие сомнения, если мы рассматриваем сайт «Комсомольской правды». Да? И там же, в этой же газете, следующим абзацем цитировалось российское Министерство обороны, якобы цитировалось российское Министерство обороны, и утверждалось, что Министерство обороны России таким образом заявило о том, что в ходе специальной военной операции уже около 10 тысяч погибших с нашей стороны. Это очень быстро, конечно, все заскриншотили. Это сохранилось в большом количестве веб-архивов. И доказательства существования этой статьи в реальном мире, они были очевидны. Да? Но что произошло дальше? Это очень невероятная и удивительная история. Комсомолка, разумеется, сразу же удалила эти данные из статьи, потому что они не соответствуют действительности, потому что на самом деле Российское Министерство обороны никаких подобных заявлений не делало. И в ежедневных брифингах Министерства обороны Коношенков ничего подобного даже близко не заявлял. Да? Разумеется, западные СМИ и самые разнообразные наши иностранные агенты, которые у нас еще оставались на территории России и за ее пределами, они, разумеется, стали тиражировать эту историю, что вот, смотрите, кто-то из редакторов комсомолки, повторил поступок Овсянниковой, пошел против системы и опубликовал настоящие, достоверные, реальные данные. Вопрос, откуда они у него. И, таким образом попытался, пролить свет и правду на ту тьму и ложь, которую распространяет российская пропаганда. Здесь нарратив абсолютно очевидный, даже нет смысла на нем сосредотачиваться очень сильно. Но дальше выяснилась абсолютно невероятная штука. Комсомолка провела расследование, чтобы понять, откуда на сайте в этой статье появились эти данные, этот текст. И выяснилось, что аккаунт одного из редакторов сайта был взломан, да? Злоумышленники зашли под его логином, паролем на сайт, получили возможность редактирования статей и отредактировали эту статью, вставив в него эти данные, которые стилистически ложились в текст, и поскольку прошло какое-то время, эта статья успела закэшироваться в поисковиках, в всяких веб-архивах и прочих, и таким образом сохраниться. Затем настоящая редакция увидела этот подлог, удалила, то есть вернула все как было, значит, казалось бы, кейс закончен. Понятное дело, что такие заявления комсомолки не были восприняты со стопроцентным доверием, и люди начали подвергать это некому скепсису, что вот, слушайте, вот вы начинаете оправдываться, придумали там какую-то хакерскую атаку, а где доказательства и прочее. Но, по счастью, удалось найти кэш Гугла, который успел сохранить эту статью через буквально 8 минут после ее опубликования. То есть сама статья была опубликована в 18:09, насколько я помню, по Гринвичу, то есть 21:09 по Москве, а кэш сохранил ее в 21:17. И вот в этом самом первом снимке, в этом самом первом кэше, конечно же, никакого этого вредоносного текста, никаких этих недостоверных данных не было, что полностью подтверждает версию комсомолки о взломе. И тем не менее, до сих пор мы видим, что скриншоты этой статьи гуляют по украинским телеграммам, и они друг дружке уже объясняют, что вот, смотрите, настоящие данные такие-то, Россия опять врет. То есть мы сейчас видим, что для генерации этих взломов, для генерации фейков используются даже такие методы, что специально взломали, как-то хитро разместили и вот такую двухходовку организовали. Такие методы, в общем, да, я думаю, они будут и дальше использоваться, потому что они вызывают, на самом деле, наибольшие вопросы всегда. Слава богу, что нашелся этот кэш с оригиналом статьи, но если бы он не нашелся, то отвертеться от этого было бы очень сложно, просто очень, потому что наша любимая эта тема, когда кто-нибудь извините, по синей дыне что-нибудь выкладывает, да, у себя, потом, ой, меня взломали, это уже притча во языцах, это уже определенный мем даже стал. А тут очень хорошо, что это все нашлось, надо у нас это публиковать все. Тимофей, скажите, а где-то есть, я знаю, есть телеграм-канал, который борется с фейками у нас. Да, «Война с фейками». В принципе, очень где... хорошие ребята.
Да. Где можно, ну, кроме этого телеграм-канала, увидеть, я думаю, это же надо массово распространять так, чтобы везде это было, может быть, вплоть до телевидения. Что сейчас делается для этого из того, что вы знаете? Какие площадки используются? Довольно много проектов. Начнем вот с самого, наверное, основного и самого главного такого, если хотите, флагманского проекта. Это телеграм-канал «Война с фейками». Это анонимные активисты, владельцы какой-то там сети телеграм-каналов, которые еще в самом начале специальной воинской операции поняли, что грозит, надвигается целая волна, целая цунами вот этой фейковой недостоверной информации. И вот уже на протяжении 4 недель они каждый день разоблачают по 10-20 фейков, публикуя детальные разборы о том, что на самом деле было показано, что истина, что правда, что ложь, где доказательства со ссылками, с комментариями экспертов, то есть максимально четко и достоверно. Это очень хороший продукт, очень хороший источник достоверной информации. Всячески его рекомендую. Есть несколько видеоформатов, там, кроме того, что я сам записываю каждый день несколько разборов самых жирных фейков. Ну, про это тоже надо обязательно сказать, Тимофей, вы не стесняйтесь, говорите. Есть телеграм-канал ТВ и одноименные проекты ВКонтакте и в Дзене, где можно каждый день смотреть видеоролики и разборы фейков с картинками, что немаловажно. Есть, я знаю, что Russia Today запустила подобный проект с разбором фейков. И вот последний ролик, который я видел, телеканал 360 сделал аналогичный формат, тоже начинают разбирать фейки и показывать, собственно, где истина, где ложь. Это очень, наверное, клевая история, поэтому я рекомендую всем подписаться на любой проект, не обязательно мой, любой проект, где разоблачаются фейки, где публикуется достоверная информация, вот эти разборы, для того, чтобы просто быть в курсе повестки, быть в курсе того, где и как можно почерпнуть достоверную информацию, и где и как был опубликован фейк, где и как был опубликован какой-то наброс, чтобы не стать его жертвой. Потому что для нас очень важно, нет проблемы в том, что вы увидите какой-то фейк, украинский или недостоверную информацию. Главное, чтобы вы не переслали его дальше. Главное, чтобы вот эта вот лавина, она на вас остановилась, она не пошла дальше. Главное, чтобы вы выступили вот этим вот защитой, этим забором, этим препятствием вот этой украинской пропаганде и не пустили ее дальше. Самый простой способ это сделать, это просто подождать. Не спешите что-то там, какую-то одиозную какую-то инфу пересылать, что срочно сейчас там что-то где-то кто-то сделал, атаковал, умер, все что угодно. Просто подождите, там, не знаю, пару часов, 5-6 часов, там, полдня. За полдня обязательно появится опровержение этой истории. Обязательно правда выйдет наружу. Это очень простой способ. Я думаю, что многие уже приобрели свой собственный опыт. Вот я, например, когда вижу фотографии разбитой военной техники, например, очень часто это прям видно, что это украинская техника. Там характерные знаки и так далее. На некоторых они рисуют, значит, знак там Z, причем, я не знаю, краской или либо потом на компьютере. Просто когда у вас какая-то сгоревшая стоит железная груда неизвестно чего, это выдается за что угодно, просто элементарно. Причем вам даже не обязательно эту фотографию делать в реальной какой-то среде, этого добра полно в интернете. Это первое. Вот поэтому тут, кстати, вчера показывали фейк, погибшая группа российских, значит, якобы военных. Я не знаю, может быть, я прослушал, и вы упомянули об этом, когда они показывают бирку, а там, значит, с украинской буквой «И» фамилия указана, там, Мищенко, по-моему. Вот, показывают, значит, там бутылка пустая из-под водки валяется, еще что-то, тела убитых солдат, и, значит, вот русские диверсанты или кто-то, и, значит, вот бирка военная с буквой «И», написанной по-украински. Надо сказать, что ни в России, ни даже в Советском Союзе, конечно, никто никогда так не писал. Все было на русском языке. Вот, это первое. Второй такой тип фейков, который, ну, не то чтобы фейков, а как бы вот такой опасной, мне кажется, информации, к которой надо относиться внимательно, это действительно, значит, разрушенные больницы, детские сады, школы и прочие объекты гражданской инфраструктуры. Посыл такой, что, значит, это кровожадные русские военные, пилоты, они целенаправленно убивают мирных граждан и целятся прямо вот специально в детские садики. И это прямо вот их хлебом не корми, дай им дорогостоящие, значит, ракеты и вооружение именно по детскому садику нанести удар. Вот прям какой-то у них, значит, вот повернуты они на этом. На самом деле все уже прекрасно понимают, что именно в этих зданиях, выведя оттуда персонал медицинский, детей, кого угодно, размещаются базы
штабы, точки огневые и так далее, и так далее. Вот пример торгового центра, о котором Тимофей рассказывал, характерный пример, да, когда прятались установки залпового огня «Град» прямо в торговый центр и потом выезжали, чтобы пострелять. Спасибо, Тимофей, большое. Будем регулярно общаться. Мне кажется, это важно, несмотря на то, что, кажется, уже и так все понятно. Но действительно фейков много, и мне кажется, здесь вот действительно повторение мать учения, и лишней информации это точно не бывает, даже если все и так все понимают. Новости. Спасибо. Да, Тимофей, спасибо большое, очень полезно, будем регулярно общаться. Ну, конечно, полно всего. Ну, еще раз, мой рецепт, заходите на сайт там какой-нибудь или телеграм-канал, не буду даже рекламировать, вот тот вот. И там все фейки, вот просто отлично. А можем показать, кстати, картинку, вот я скинул, просто вам характерный пример, я не знаю, реальная она или нет, может тоже фейк, но вообще на правду очень похоже. Это кто он там, пресс-секретарь Арестович со своими новыми данными о том, что уничтожено какое-то количество там дивизий, флотов, еще чего-то, значит, что все, да, вот. Вот это, да. То, что мы сейчас видим. Ну, в общем, вот как-то так. Вот, так что аккуратней с заявлениями официальных лиц, особенно с той стороны, надо понимать, что это информационная война, цель которой деморализовать противника и как-то создать ложную уверенность в собственной силе у тех, кто еще пока не разочаровался в руководстве, а это не за горами, я думаю. Тимофей, спасибо большое.